Друзья, приветствую вас, утренний обзор. Давайте рассмотрим, какие события происходят, что сегодня ждать и какие движения по рублю, доллару, нефти, евро предполагаются сегодня в первой половине дня. Так, вот начнем давайте с главного и важного и злободневного, это ковидный мониторинг. В телеграм-канале я разместил информацию по мониторингу. Вот здесь две такие диаграммки, сравнение, это скорость вакцинации, это скорость роста новых случаев во всем мире. Что мы имеем? На текущий момент очень хорошая скорость вакцинирования в Соединенных Штатах и во всем мире. То есть преодолели 10 миллионов в день, а по Соединенным Штатам преодолели 2 миллиона. Это очень хороший знак, это говорит о том, что в том случае, если не появится каких-то новых волшебных штаммов коронавируса, которые не могут быть нейтрализованы этой вакциной, или вдруг не окажется, что все эти вакцины не работают или работают как-то не так, то к осени текущего года с такой скоростью мы решим проблему с коронавирусом, ну по крайней мере с его распространением. Вот эта штука пойдет на спад, и таким образом эпидемия будет закончена. Но есть один очень хитрый момент. Переходим ко второму графику, рост новых случаев во всем мире. Что мы видим? Сейчас пошла новая волна коронавирусной инфекции. Где-то она третья, где-то четвертая, где-то вторая. Не будем вдаваться в детали. Что мы здесь видим? На самом деле идет спад новых случаев в странах англосаксонских. Это Соединенные Штаты, Великобритания. Рост идет за счет Бразилии, Латинской Америки, Индии и континентальной Европы. И поэтому текущая ситуация, она чем интересна и чем в то же время опасна. С одной стороны, как бы Китай, он вообще выпал из этого процесса роста заболеваемости, и он типа восстанавливается. С другой стороны, Соединенные Штаты тоже, они не участвуют в этой новой гонке за счет того, что там очень высокая скорость вакцинирования. Вот. Но тем не менее, если вот эта ситуация не разрешится до начала мая текущего года, я думаю, это придет к тому, что развернется новый очень суровый кризис, который будет связан с тем, что основная часть стран мира, в частности Индия, континентальная Европа и Бразилия, они погрузились в пучину ковида. Вот. Ну а Соединенные Штаты с Китаем, они то, что производят и делают, оно востребовано остальным миром. Если остальной мир не может потреблять, то рост в этих странах тоже захлебнется. Так что в части понимания, что будет с ковидом, нам нужно дождаться начала мая. Так, друзья, далее календарь событий. Сегодня с утра все тихо, спокойно, но так будет только до 4 часов. Дальше начнется выступление Пауэлла, выступление Вайдмана, это немецкий банк, и продажа на вторичном рынке жилья США. То есть до 4 часов будет все тихо, потом начнется. Ну, по поводу выступления Павла появились всевозможные слухи, что он там скажет, что будет досрочное ужесточение политики, свертывание стимулов. На самом деле, я думаю, ничего такого не прозвучит. Тем более Пауэлл достаточно разумный, интеллигентный человек. Он не будет даже давать намек на такие обстоятельства, которые рынки просто разложат. Так, ну и сейчас активно обсуждают ситуацию с Турцией, с турецкой лирой. Ну там на самом деле произошло вполне как бы обычное событие. Глава Центробанка поднял ставку, и глава страны снял главу Центробанка. Итак, глава ЦБ турецкого поднял ставку на 1%. Что же он такого нехорошего сделал? Ну, по мнению турецкого президента, поднятие ставки ухудшает условия финансирования в стране и развития турецкого бизнеса. С одной стороны, он прав, и в этом сермяжная правда и есть, что поднятие ставок, оно приводит к тому, что ухудшаются условия для ведения бизнеса в стране. Но вопрос в том, как поднимать. Если ее там с 17 до 18 или с 18 до 19, для условий ведения бизнеса такая процентная ставка, она не критична. Кредиты брать при таких процентных ставках, что так невозможно. И в любом случае, даже если какое-то финансирование идет, оно идет в виде евро или в виде долларовых привлечений. Поэтому, с моей точки зрения, в части, скажем так, ведения бизнесов и дешевизны кредита, наверное, все-таки президент Турции, он не совсем прав. Но опять же, это мое субъективное мнение. Что касается действий уже бывшего главы
турецкого ЦБ. Ну смотрите, на самом деле он, я считаю, делал многие вещи правильно, потому что несмотря на то, что платежный баланс стал отрицательный в 2020 году в Турции, но это был эффект ковида. Здесь никуда не деться. И тем не менее, то есть в силу проводимой им политики, вот этот отрицательный баланс, он стал сокращаться. Почему для Турции отрицательный платежный баланс это плохо? Турция развивающаяся страна. И финансировать отрицательный платежный баланс, мировая финансовая система такой страны, она будет не очень охотно. Это не Соединенные Штаты, это не Франция, не Германия, не Китай. И поэтому как бы для того, чтобы свести к нулю и сделать его положительным, это целое искусство, то, что касается развивающихся стран. Тем более у Турции не обеспечено резервами такими значительными, как у Российской Федерации. И поэтому в целом для Турции важен, с моей точки зрения, положительный платежный баланс. Переназначение главы ЦБ, я так понимаю, что эта ситуация, она больше напоминает, когда, ну, скажем так, кого-то назначили виновным. Вот. Но на самом деле, с моей точки зрения, проводимая политика была правильной, и как ни крути, он все-таки приблизил к нулю отрицательную величину платежного баланса. Так, друзья, ну и то, что касается курса турецкой лиры. Многие считают, что рубль, так же как и турецкая лира, улетит в космос с гэпом. Но на самом деле здесь ситуация, с моей точки зрения, она несопоставимая. Потому что в Турции такое движение по лире, оно было связано именно с вот этими пертурбациями. На текущий момент недельный таймфрейм турецкая лира в долларах США, смотрите, вот если будет повторное движение, пробой и закрепление выше исторического уровня 8,6, то здесь можно ожидать тогда уже любое движение наверх в части обесценивания лиры. Но если полагаться на дневной таймфрейм, во всяком случае на вот этот маленький кусочек, который возник 22 марта, то, соответственно, здесь уже ситуация, она захлебнулась. И на этой неделе, если не пойдет повторное движение и пробитие этого значения, мы отсюда увидим коррекционный откат, пробитие важного уровня, который 7,8. И если этот уровень будет пробит, то нас ждет дальнейшее укрепление лиры. Цель движения будет вот сюда, вот в район 7,6, в этот диапазон. И таким образом ситуация стабилизируется. Но при движении наверх и пробоя вот этого исторического максимума ситуация может легко выйти из-под контроля с учетом отрицательного платежного баланса, пусть даже не очень сильно отрицательного. Так, друзья, далее Китай, китайский фондовый индекс, он сегодня торгуется в плюсе и пытается отыграть те потери, которые были на предыдущей неделе. Но здесь у нас есть ключевые уровни поддержки, которые пока не пробиты. Здесь весьма вероятно начнется консолидация и попытка набора топлива. Китай в текущей ситуации, по крайней мере в краткосрочной перспективе, на фоне эпидемии ковид в других странах выглядит достаточно благообразно. Так, друзья, дальше американские десятилетние трежери с недельный таймфрейм беру. Я полагаю, что вот эта неделя и следующая, они будут определяющие в движении вот в этих трежерах десятилетних. Потому что либо здесь произойдет пробой 2%, и если такое происходит, то на рынке будет очень сильный, очень мощный негатив. Если такого не происходит, то мы наиболее вероятно можем задержаться или консолидироваться в районе 1,1838. 1,838, прошу прощения. И в этой ситуации, я думаю, на рынке наступит определенность. По крайней мере, это уже может послужить поводом для консолидации остальных мировых фондовых рынков и даже для отскока. Так, друзья, далее Baltic Dry, стоимость морского фрахта. Здесь вообще какой-то ад творится. Если буквально месяц-два назад речь шла о том, что он может упасть, и, соответственно, это будет говорить о затухании мировой торговли. Ну, потому что перевозки никому не нужны, дешевеют. Сейчас ситуация обратная. Она указывает на рост инфляционных издержек. И поскольку этот рост не возвращается в нормальный диапазон, то мы видим, что инфляционное давление, оно будет нарастать и с этой части. И пока что этот риск никаким образом не снят. Так, друзья, далее CFD на фьючерс S&P. Здесь у нас
сегодня достаточно благоприятно все развивается, попытка отбоя отскока. Вот. Если не идем переписывать 3880 вниз, то сегодня нас ждет достаточно позитивное движение. Но здесь ключевой момент будет 4 часа по Москве, когда будет выступать Пауэлл. Вот на этом выступлении возможно очень резкое движение. Пока не до конца ясно, куда оно произойдет. А если опираться на 4-часовой таймфрейм, то, по крайней мере, до этого самого выступления в большей степени ожидают движения в район 3970, куда-то вот сюда. Опять же, этот сценарий будет аннулирован, если происходит откат и пробитие 3880, 3870 вот этого диапазона. В этой ситуации пойдет молниеносное движение на 3755. Так, друзья, далее индекс доллара. Но смотрите, здесь как ни крути, у нас на текущий момент практически калька с той ситуации, которая была в 2018 году. То есть, вот все это движение, эта проторговка, она сейчас должна привести сначала к движению на 94, потом, возможно, выше. Есть, конечно, шанс, что отсюда последует откат, пробитие 91,3 и движение с целью переписать вот этот минимум. Но с моей точки зрения, с учетом той ситуации по коронавирусу, здесь нету никаких оснований для укрепления такого евро, и наоборот, с учетом того, что континентальная Европа погружается в пучину ковидного хаоса, еще там AstraZeneca зажали со всех сторон, то здесь все основания для движения, ну хотя бы на 94. Так, друзья, далее VIX, недельный таймфрейм. Ну смотрите, по VIX здесь, что называется, разгрузили позиции. И VIX готов к тому, чтобы начать восхождение. Первая цель 25,5, потом 31. Этот сценарий отменяется в том случае, если возникает пробой 18,5-18. Но я думаю, сейчас такое движение, оно маловероятно. С учетом того, что в Европе здесь в большей степени все-таки напрашивается отбой от этого уровня и движение наверх, ну и, соответственно, негативное давление на рынке. Так, друзья, далее нефть Brent, дневной таймфрейм, по SOT SFTC. Спекулянты делают ставку на то, что нефть удержится на текущих значениях и, возможно, даже попытается расти. Дневной таймфрейм. Ну, мы здесь с вами видим, что вот этот уровень 62, он не пал. Пока он не пал, ну в смысле не страна не пала, не упал, то у нас вот эта проторговка, она будет приводить к тому, что отсюда будут пытаться нефть вытянуть. Цель движения 68,5. Если развивается движение с пробитием 62, нас ждет проседание и движение вот к этому уровню 56,75. Это дневной таймфрейм. Так, переходя на часовой таймфрейм, что у нас здесь происходит? У нас идет попытка роста, которая на сегодня произойдет, если будет пробитие 64,9. Вот если этот уровень сегодня с утра пробиваем, цель движения будет в район 66,7, вот сюда вот. Если идет коррекционный откат и пробой 63,6, в этой ситуации наша цель движения будет потестить 62, а дальше посмотрим, как здесь будут происходить сделки. Пока на текущий момент вот это движение указывает на то, что больше вероятность, ну по крайней мере, движение с целью потестить 65. То есть здесь сколько? 70 центов хода. Так, друзья, далее золото, дневной таймфрейм. Здесь идет поджатие к уровню 1752-1751. В том случае, если у нас не возникает повторного пробития 1721, это очень позитивный момент, он будет свидетельствовать о том, что вот это все движение, оно ведет для начала на 1766, вот сюда вот. Это дневной график, давайте часовик глянем. Так, по часовику у нас здесь все отлично. У нас цель движения на сегодня, первая цель находится вот здесь, 1749, и потом потестить вот эту вершинку 1754. Сценарий движения наверх на сегодня, на утро, на день не срабатывает, если идет коррекционный откат и пробитие 1731. Так, друзья, евро-доллар, давайте его краткосрочно, совсем коротенько рассмотрим, потому что здесь, ну скажем так, среднесрочно ситуация неблагоприятная для евро вырисовывается. Но вот смотрите, на сегодня на утро у нас есть поддержка 1,1865, 1870, вот этот диапазон. Если он не пробивается, у нас отсюда сейчас развивается движение.
цель этого движения первое сходить на 1,1933. И если здесь происходит консолидация закрепления, следующая цель движения 1,1987. Пробой вот этого диапазона ведет к тому, что мы уходим тестировать 1,1834. В случае пробоя перемещаемся на этот уровень. Пока здесь больше факторов свидетельствует на развитие движения сюда и потом сюда. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow. Ну, смотрите, дневной таймфрейм действительно открылись с небольшим гэпом. Ну, конечно, с турецкой лирой это не сравнить. И аналогия, она здесь, с моей точки зрения, неприменима. Вот, сейчас идет коррекционный откат. И цель этого отката — попытка сходить на 74,1. Вот этот сильный уровень. Закрытие на прошлой неделе, которое было, оно указывает на то, что больше факторов все-таки развития движения наверх, на ослабление рубля. Здесь по дневкам первая цель это 75 и потом 75,3, вот сюда вот. Этот сценарий отменяется, если будет пробито 74,1 и пойдет устойчивая проторговка под этим уровнем. Так, друзья, часовой таймфрейм, смотрите, стукнулись в 74,4. Если здесь не будет пробоя в ближайшие часы, то пойдет обратное движение. Цель этого движения будет 74,1, 74 ровно. Вот этот диапазон. Но судя по 15 минутке, как минимум задерг с целью потестить 74,4, 74,5 весьма вероятно сейчас произойдет. Если он успехом не увенчается, то у нас отсюда пойдет движение в этот диапазон, который мы с вами на часовике посмотрели. Это 15-минутка. Так, друзья, ну, в общем-то, все основные инструменты. Если получится иные пожелания, я рассмотрю сегодня чуть попозже. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой YouTube, мой телеграм-канал. Всего наилучшего. Удачных торгов.